Привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Вы сами видите, какая у нас осень уже, прям глубочайшая, холодно. И мы только сейчас начинаем заниматься Прагой. Я хотел начать эту серию с того, что я кошу траву под заросшей Прагой, но, к сожалению, трава уже тоже опала из-за холода, который уже наступил. До сих пор у нас нету дисков. Я не знаю, как уже вести переговоры. Человек обещает каждую неделю мне то заболел, то коронавирус, то еще что-то, то отправляем, то вот уже транспортная компания забрала, и в итоге вот до сих пор нету дисков. Ну вот я не понимаю таких людей. Ну скажи ты, что не могу сделать или не сделал. И человека кинуть неудобно, хотя уже надо это делать. И дисков нету. В любом случае работы еще много, и мы можем продолжать работы по Праге. То есть нам нужно сделать пневматическую систему. Нам нужно сделать электрику хотя бы, минимально, и это очень много работы. Также нам приехали карданчики, и с них, пожалуй, и начнем. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая красота к нам приехала. Это два новеньких фланца с праговской сердцевиной, но сделанные под зиловский флянчик вот этот. Огромная благодарность нашему зрителю, другу и подписчику Михаилу. Миша, я знаю, ты смотришь. Но даже красочкой покрасил, прям приятно. Огромное спасибо. Надеюсь, все станет. Миша все делал дистанционно, а дистанционно, вы сами знаете, это всегда стрёмно. Я думаю, должно бы у нас все здесь получиться. Он нам изготовил два вот таких флянчика, подготовил нам карданы для того, чтобы я дальше мог продолжить их изобретать. И изготовил один кардан уже готовый наш. С одной стороны это праговская часть, а со второй стороны зиловская. Этот кардан 90 сантиметров, то есть он нам станет на средний мост. У нас кардан есть. Нам останется сделать на задний мост, и это создает определенные проблемы. Дело в том, что на задний мост идет проходной кардан с опорным подшипником, вот здесь, который устанавливается, для того, чтобы он шел на задний мост. И вот этой опоры у нас нету, и нам нужно что-то изобретать. Либо ЗИЛ-157, но, к сожалению, пока что я не нашел такую, здесь поросенок этот так называемый. Одним словом, здесь придется еще поработать с этим карданом. А сейчас я хочу попробовать установить вот тот кардан, который у нас идет на средний мост. Несмотря на то, что периодически выглядывает солнышко, на улице очень... Станет сейчас. Смажем обязательно крестовинку нашу. Здесь удивительно, но смазка есть. Прям загустевшая, но есть. Не то, что там на сухую все это дело. Но обязательно еще промажем ее и будем устанавливать. Эти чашки прошприцую через масленку, когда установлю кардан, потому что сейчас просто выдавливать будет. Можете наблюдать две масленки. Не знаю, для чего это сделано. Возможно, чтобы, смотря в каком положении стоит, две тавотницы. Система, если честно вам скажу, мне не нравится такая. Так, наверное, я установлю сначала с той стороны, чтобы его не уламывало.
Все, кардан установил, закрепил. Все отлично, все работает. Буду заниматься воздухом. Нужно выточить переходники, здесь переварить все. Но, к сожалению, нету такого метчика. Сейчас буду еще рыться. Но, надеюсь, что-нибудь придумаю. Обязательно нужно попробовать воздух проверить. Сварил я вот такой первый переходничок. Он будет вставляться сюда. Вот, а потом прикручиваться к этой трубке. Вот таким макаром. Чуть-чуть его подогну, как нам надо. Но пока что еще мне нужно найти вот еще один такой выход. Поэтому его прикручивать не буду. Потому что точно такая же конструкция нас ожидает вот здесь. Все, сварил 2 штуцера. Сейчас пойдем устанавливать резинку туда. Так, есть. Первый переходник готов. Ставим второй. Штуцера все получились полукривые. Просто начинаешь его варить вроде бы ровно, его тянет и все уходит. Вверх сюда мы поставим заглушку, вот такую новую. Спасибо парням из Агротехгрупп. Когда-то целый набор прислали, вот периодически пригождается. Медную шайбу и закручиваем. Так, здесь у нас был краник, но, к сожалению, краник не держит, обрезана резьба внутри, и приходится эту конструкцию убирать. У меня в запасе нету такой, к сожалению. Но если вдруг что, для подкачки колес будем уже использовать вот этот живой вроде как. Так что делаю такой же сюда штуцер. Все, сварил штуцерок. Сейчас мы его оформим. Вот сюда еще нужно мне сделать заглушку. Сейчас поищу. Очередная заглушечка для нашей пневмосистемы. Станет она вот сюда. Сейчас только смажу все. Вот эти шланги у нас шли на тормоза, но сейчас из-за того, что мы сдвинули мосты, их не хватает. Нужно тоже их будет удлинять на этот мост и на тот. Но тормоза придумали трусы, этим мы займемся чуть позже. Сейчас установлю второй флянчик. Вот его сюда бахнем, чтобы он не потерялся. Шлиц и маслицем пролью и резьбу, конечно же. Вот такая шайба идет с таким усиком специальным, который вставляется в шлиц. Сейчас ее выровняю и все зажму. Блин, прокручивается гадюка. Упер монтажкой и в принципе нормально. Та сторона начала прокручиваться. Пришлось упереть 2 монтажки. Вот. Только таким способом смог зажать флянчик. Ну, здесь все выглядит красиво. Все стало на свои места. Ну и теперь нам нужно будет вот найти поросенок сюда. Я думаю, от 157-го узла будем мудрить каким-то образом. Вот. И я думаю, все будет работать. В прошлый раз, когда я запускал Прагу, у нас была большая проблема, что я не мог выставить холостые обороты. И прям невозможно было, потому что я не могу выйти из машины, она глохнет, постоит, глохнет. Поэтому вот хочу сделать сразу ручной газ, надежный ручной газ, который будет нам четко выставлять холостые обороты. Для этого пришлось снять коллектор впускной. Он у нас был на 2 болтах. Здесь вот есть упор, который, ну скажем так, помогает газовать. Вот этот упор и есть холостой ход. Я сделал 2 кронштейна вот таких маленьких. Сейчас их установлю, ну и потом вам покажу, как это все работает.
Ну вот, закрепил я наш тросик. Видите, вот так он теперь служит упором. Чуть-чуть слабая жесткость вот здесь, но это как бы уже ничего с этим не поделаешь. Сейчас в этой стенке просверлю отверстие, чтобы просунуть мне трос. И стенка, как оказывается, двухсторонняя. Здесь жестянка и здесь. Такая теплоизоляция своеобразная. Ну и шумоизоляция, конечно. Этот тросик ручного газа будет первым элементом нашей приборной панели. Но я смотрю, нужно нам сейчас шайбу туда. Ну все, установил, все работает. Финальный аккорд — это нужно вот эту одеть защитную трубку. Опа. Ну вот, все. Все, сейчас закину коллектор, он у нас крепится на 2 болтиках, просто в тестовом режиме. Еще хочу потестировать, потому что мне не совсем нравится, как работает мотор. Работает неравномерно, ну и нужно еще испытать его на тягу. Может ли он тянуть что-то, потому что, ну, мне его работа вообще не нравилась. Это было мое первое мнение, надо еще поэкспериментировать. Все отлично, как раз тросик не будет касаться горячих цилиндров, а будет лежать на впускном коллекторе. Начался дождь, вот, и надо сваливать, иначе я простыну. Это ужас, не погода, а какой-то ужас. Непогода, в общем. Давление масла. Ну что ж, сегодня мы начинаем с запуска Праги. Возможно, этим эта серия и закончится, да? Потому что мы же знаем, что это очень сложный процесс. Я не знаю почему, но мне кажется, все-таки это ненормальный запуск. Но я хочу попробовать. Мы тогда заводили в мороз. Я хочу попробовать. Но опять-таки сейчас на улице у нас, ну, примерно там 3 градуса тепла. Поэтому тоже спорно это все. Ну, сейчас посмотрим. Ну, вроде крутит. Так что шансы есть. Сейчас дам газку. Обязательно быстрый старт. Это вроде как необходимая вещь для этого мотора. Ну и попробуем запустить. Накачиваем топливо. Топливо я набрал свеженького. Подкачаем. Вот, видно, зашевелился шланг, значит, насос работает. Еще нам нужно сделать обогатитель, чтобы он был в открытом положении, потому что у нас здесь трос не работает, он полностью заржавел, и уже я его испортил, пытался его разработать, но, к сожалению, он прям растянулся, он очень сильно заржавевший, очень сильно. Ну что ж, я морально готов, давайте пробовать. Выкрутил с коллектора отсюда вот такую деталь. Это форсунка для распыла эфира. Вот у нее 2 маленьких отверстия с этой стороны и с этой. И фактически она разбрызгивает вправо и влево эфир. Ну, я так понимаю. Видимо, для этого эта конструкция. Но мы сейчас с баллончика пшикнем. Но быстрый старт, вы сами видите, блин, нифига не помогает. Вот он уже почти. Я не понимаю, почему он так запускается, но вот он как-то так. Новые у нас распылители, кольца относительно там все новое. Ну и почему, не знаю. Сейчас попробую бензинчиком. Наверное, ну, пшикну туда. Может быть, на бензине попробуем.
белый-белый дым идет, как будто вот позднее зажигание такое, блин. Но впрыск мы тогда еще смотрели, проверяли, все вроде бы в норме. Ну, сейчас попробуем еще что-то поэкспериментировать. По-хорошему Прага запускаться не хочет, значит, будет по-плохому. И вы знаете, прохожу вот постоянно мимо кучки, которая здесь лежит. Это удочки с Урала, мангал. И вспоминаю вот эту атмосферу, когда ты выезжаешь на природу. И все-таки задумываюсь о постройке автодома. Опять присматриваю подходящие варианты, пользуюсь дромом. Кстати, там вы можете найти мое объявление о продаже нашего ракетовоза. А также я там оставил сюрприз специально для вас. Это пару фотографий шасси для нового автодома. Сейчас веду переговоры по поводу его покупки. Переговоры сложные. Поэтому заходите на дром, ищите мое объявление, вбивайте в поиск БАЗ-5937 1990 года выпуска и смотрите внимательно, какой проект я планирую купить. Инструкция будет в описании, ссылка тоже. Будьте первыми, кто узнает о нашем новом проекте. Пошли запускать эту Прагу. Лайфхак от Леши, как быстро запустить лампу паяльную. Просто греете еще вот газовой горелочкой вот это вот. И все. В общем, решил воспользоваться лампой паяльной. Мне это не нравится, система. Запуск это неправильный, когда ты лампой запускаешь мотор. В общем, работает нестабильно, но запустился. Вот он работает, сейчас ни с того ни с сего может зареветь. И очень сильный дым. Но как только погрел, он сразу запустился. Но я не знаю, нормально это или нет. О. Ни с чего начинает работать газпол. Начал проверять воздух. Воздух он тоже не качает. Сейчас возьму, налью смазки в заборник на компрессор. Возможно, это поможет. Я не знаю, но у меня глаза горят так, что я уже вообще ничего не вижу. Короче, выхлоп ужасно едкий. Четкости нету в работе. Вот это проблема. То есть я даже не могу сделать средние обороты. Я чуть-чуть даю газа, он сразу ревет. Я думаю, это все-таки неправильная работа насоса нашего топливного, который у нас установлен. Да, он работает, но, блин,
Не должно быть такого. Быть может, у кого-то из вас была такая прага. Вот была ли четкость в насосе? Я вот... Ну, здесь нету четкости. Чуть-чуть газку дал, он ревет сразу. Потом газ скинешь, все, работает на холостых. То есть у него либо холостой ход, либо максимальные обороты. Вот средних оборотов здесь невозможно достичь. И я в этом убедился уже вот сейчас, прям на 100%. Компрессор у нас тоже не качает. И я в растерянности, я не знаю, что с ней делать, с этой машиной. Она очень нам интересна, она очень классно бы зашла с колесами нашими, которые заказаны под нее. Я не знаю. Либо менять двигатель. Ну, еще как вариант развития событий. По Праге. Значит, не устраивает меня работа мотора, но я решил все-таки испытать ее. Надо нам знать, как она едет. Быть может, где-то насос найду. Сейчас опять ищу, попробуем перекинуть насос. Быть может, нам придется делать свап. Посмотрим чуть дальше. Сейчас мой план дособирать трансмиссию. Вчера я ездил за запчастями, смотрел там проект один и купил кусок кардана, купил поросенок ZIL 157. Так что дособираем не хватающий нам кардан, нам нужно будет его сейчас сварить, сделать. Так что не теряем времени. Погода, правда, на улице не очень, но у нас сейчас основная будет работа здесь внутри. Поэтому идем, делаем замеры. Положил я поросенок. Вот он как раз сюда становится. Зиловского поросенка вот здесь крепление, а у нас праговская вот там. Вот. Но он по размерам он подходит. Хочу его установить примерно вот так. Сделаю уголок, к уголку сюда прикручу и уголок прикручу к самому мосту. Ну, надеюсь, будет работать. Посмотрим. У меня есть мощный уголок такой, который, наверное, сделает эту работу. Вот, сейчас моя задача замерить длину кардана и прикинуть у нас, какие есть запчасти. Вот у нас один кардан пойдет сюда, а второй туда. 108. А здесь 116. Так, что у нас здесь? Чудо-ящик. Я думаю, это крепкая будет конструкция. Решил прикинуть здесь, что у нас по длине, выходит у нас или не выходит, и у нас все отлично. То есть я смогу сделать вот этот кардан легко. Почему? Потому что нам повезло, и зиловский кардан, ну, идеально просто сюда находит, вот залазит на эту праговскую часть. Я вам чуть попозже это покажу. Ну и разрабатываю шлицевую, она в принципе работает, все четко. Почистил и в принципе все начало работать. Еще обязательно все смажу. В общем, такая ситуация. Осталось только изготовить уголок и закрепить наш поросенок. После того мы сможем уже точно вымерять размеры карданов. Все, отрезал наш уголок. Сейчас пойду размечу здесь отверстие и будем сверлить. Так, первые 4 отверстия просверлил, примеряемся. Не попал. Ха-ха, что за хрень. Ну вот эти 2 первые попали, а здесь проблема у нас. Ну неважно, мы чуть-чуть напильником продолбим их. Все будет нормально. Переношу размеры. И размеры, блин, прям тяжело переносить на самом деле. Постоянно какие-то то так неправильно, то так неправильно. Я вообще не представляю, как здесь вот корректно это все сделать. Потом и получаются косяки, как у нас с теми 4 отверстиями, что не в плоскости они. Так идеально. Слушай, ну все-таки не зря, наверное, я на станочном заводе столько лет проработал. Все идеально. Пробуем. В каком станочном заводе? Обязательная процедура — это прогнать наши отверстия перед установкой. Направляющий чопик я решил не ставить. У нас нагрузки будут небольшие, поэтому грузы мы возить не будем. Я думаю, должно быть все будет отлично. Ну и отверстия, естественно, чуть-чуть не совпадают. Нужно дорабатывать напильником.
как обычно. Восстанавливаю отверстие на самой праге. Здесь у нас вот такое примерно состояние. Причем вот эти отверстия глубже, что ли? Да. Внутри стоит вода. Но у меня есть способ борьбы. На улице выглянуло солнце. И у нас, наверное, 15 градусов. Мне уже жарко в куртке. Это просто невероятная смена погоды. Но мы Прагу тоже делаем в течение, ну, наверное, 1,5 недели. Поэтому изменения климата у нас постоянные. Только не обломайся, прошу тебя. Все, сейчас 4 отверстия прогоню. И будем примерять. Прочистил, прогнал все отверстия. И вот видите, чуть-чуть не попал. Вот одно не совпадает. Но сейчас подправлю напильничком и будем пробовать примерять. Изготавливаю болты. 12 шаг 1,5. К сожалению, у меня не нашлось. Все перерыл и вот вынужденно перерезаю резьбу. Уровень токарного мастерства у меня уже вышел прям на новый совсем. Я в автоматическом режиме нарезаю резьбу. Ну, чуть-чуть не дорезал, испугался. Бляха, но здесь усилие прям такое, как надо. Сейчас еще чуть-чуть. Все. Отлично. Теперь у нас благодаря Диме Электрику у нас есть обратный реверс. Станок — это очень опасная штука и ошибок не прощает. Поэтому технику безопасности мы, естественно, соблюдаем по максимуму. Серия с КАМАЗом снимается. Вот разобранное крыло лежит. Об этом всем попозже. Изготовил кронштейн наш. Высверлил все отверстия. Подогнал напильником аккуратно. Варил усиливающие косынки. Ну, мало ли что. И по сути мы готовы к установке нашего поросенка. Пойдем закреплять. Упирается немного. Я вот еще не уверен с длиной этих болтов, но немножко они длинноваты, конечно. Ну все, я думаю, будет работать. Вообще крутяк. Все, следующий этап, не менее сложный, это изготовление карданов. Но 20 лет я работал на заводе карданных валов, я думаю, я справлюсь. Карданами займемся завтра. Работы нам предстоит еще много. Ну а я задержался сегодня в гараже. На улице уже темно, у нас здесь движуха, автобус сломался, сцепление накрылось. Вольво сломалась в первом же рейсе. Это ужас. Одним словом, приключения у нас лёлика и болика. Поэтому обязательно, друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать серии. Ну и не забывайте заходить на дром. Специально для вас я оставил объявление о продаже базы на дроме. И еще в объявлении небольшой спойлер с нашим новым проектом, который, возможно, скоро появится у нас на канале. За машиной иди на дром. Переходи по ссылке в описании, чтобы узнать о нашем новом проекте одним из первых. Ну а мы увидимся завтра, уже займемся карданами. Вот такой набор у нас карданов остался. Мише огромное спасибо, он нас подготовил, кстати. Вот такую сделал нам чашку. И в чем нам повезло, очень повезло, это то, что зиловский кардан, он просто идеально налазит на праговский. То есть, ну, можно вообще без проблем, и он центруется, это очень важно. Здесь будет зиловская голова, а сзади праговская. И по длине откорректировать. И все получится.
идеально. Примеряем кардан. И нам мешает глушитель. Вот метка, до которой нам нужно всунуть кардан. И все, и обварить. Я думаю, будет работать. Подзачистил эту часть, и сейчас будем их сочленять. Важно, чтобы вот такая вилкообразная часть, она была напротив вилкообразной части. То есть кардан должен вот так вот быть сварен, не вот так, а вот так, только напротив. Надеюсь, правильно объяснить. Просто берем глазомер и выставляем. Ну вот такой кардан у нас вышел. Решил я, где шли. Вот такой кардан у нас вышел. Красавчик. И решил все-таки, где у нас стык этот, сделать еще 2 электрозаклепки. То есть с этой стороны и с той стороны просверлил и заварил. Но здесь все варил. Швы не профессиональные, но я думаю, будут держать. По крайней мере, сколько мы строили проектов, вроде у нас никогда еще не отваливались карданы. Поэтому, я думаю, будет держать. Все, устанавливаем сейчас и покажу вам, как он станет. Здесь достаточно сложно это все сделать. Придется, я думаю, поматериться чуть-чуть, но установим. Вариантов нет. Тема, конечно, такая себе. Устанавливаю последние 2 гаечки, но система, конечно, спорная. Вроде как и более-менее, но не знаю. Посмотрим, как она нагрузку держит. Мне это очень интересно. Способна ли она держать нагрузки такие мощные. Ну, как смотришь, вот в американских тачках во всех такая система. Ну, в принципе, у них мощные моторы, все это выдерживает. По длине у нас все получилось очень даже хорошо. Прям минимальный зазор шлицевой вышел. Почему это для нас хорошо? Потому что сейчас наш кардан находится в своем самом-самом коротком положении. И нам нужно, чтобы шлицевая была максимально втоплена. Ну, в принципе, что у нас и получилось. У меня такое странное ощущение, что вот такая самая надежная конструкция. Передонкратил я Прагу, дабы проверить ходы карданов, но более-менее жить можно, я думаю, но на пределе мы выпадания, потому что я уже чувствую, что там, наверное, осталось чуть-чуть. Но это я обязательно перепроверю. Но и мост задний я еще не полностью выдонкратил, поэтому просто хотел замерить длину нужного нам кардана, и вот в среднем положении оно, и кардан должен быть в среднем положении. Но расстояние между этими мостами особо не меняется, поэтому здесь как бы, ну вот, среднее расстояние, и можно варить кардан. Но этим я уже займусь за кадром, потому что сегодня мне уже некогда. И поэтому на сегодня все, друзья. Огромное спасибо, что в этой серии вы были с нами. В следующей серии с Прагой мы обязательно испытаем мотор. И у меня странное чувство, что нам нужно будет делать все-таки свап. И свап мы будем делать 1.9 либо 1.6, ну, с 2 коробками. То есть это такой план. Потому что это четкий мотор. Возможно, мы даже используем мотор от нашего вездехода Шрека. Возможно, просто докупим гольфовскую коробку. Я пока еще не решил. Но мне кажется, 1.6 будет чуть слабовато. А вот 1.9 будет прям бомба. Но там совсем другие бюджеты. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Телеграм. Там тоже много чего выходит интересного. Заходите, залетайте. Буду рад. Вас еще раз я благодарю. Вам только хороших людей на жизненном пути. Всех благ. Ну и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.